Всем привет, меня зовут Иван Галимов, и я аккредитованный преподаватель Unreal Engine 5 от компании Peak Games, а также партнер в области образования в CG Sensei Академии. Сегодня мы подробно разберем действительно важную тему для любого специалиста, который работает с 3D-анимацией в Unreal Engine 5. Зачем, почему и как необходимо использовать Control Rig, чтобы анимировать своего персонажа напрямую в движке без использования сторонних 3D-программ по типу Blender или Maya. Итак, давайте разберемся, какие цели мы преследуем в рамках нашего занятия. Сегодня нам важно не просто рассмотреть Control Rig, а понять, зачем он в принципе нужен и почему без него в Unreal Engine 5 работать будет очень тяжело, а иногда и вовсе невозможно. Итак, почему Control Rig лучше подходит для Unreal Engine 5, чем Maya, Blender или другие внешние 3D-редакторы? Какие технические проблемы обычно появляются при работе с внешними ригами? Поймем на практике, как Control Rig экономит ваше время и упрощает ваш пайплайн при создании любой 3D-анимации в Unreal Engine 5. Мы также разберем реальные ситуации, в которых Control Rig становится незаменимым инструментом для любого 3D-аниматора. По сути, цель нашего занятия — дать вам ясное понимание, теорию и практику. Почему же Control Rig — это не просто удобный инструмент, а полноценный рабочий пайплайн для любого, кто работает с персонажами или, соответственно, с 3D-анимацией в Unreal Engine 5. Итак, прежде чем переходить к практике, давайте для начала определимся, что такое Control Rig. Control Rig — это встроенный инструмент в Unreal Engine 5, который позволяет автоматически или вручную создавать контроллеры для вашего персонажа и получать полный контроль над его скелетом. С его помощью вы можете выставлять различные позы, собирать 3D-анимации, работать с инверсной кинематикой, править уже готовые анимации через секвенсор или создавать собственные, без использования сторонних 3D-редакторов и кастомных ригов, все напрямую в Unreal Engine 5. Прежде чем разбираться, как именно работает Control Rig в Unreal Engine 5, давайте взглянем на классический подход, который использовали ранее, до появления данного инструмента в движке. Представим, что вы вообще не планируете использовать Control Rig в Unreal Engine 5, и ваша основная задача — взять готового персонажа со скелетом, который уже ранее был импортирован в проект на Unreal Engine 5, и создать 3D-анимацию в сторонней 3D-программе. В таком случае ваш пайплайн будет примерно выглядеть так. Сначала вы загружаете чистую модель персонажа в Maya или Blender, без скелета, который был в движке, так как не все плагины для риггинга смогут с ним работать по умолчанию, а это, соответственно, минус, так как скиннинг, то есть привязка костей к мешу, может отличаться и придется переделывать все с нуля. Далее вам нужно правильно настроить размеры вашей сцены и персонажа, чтобы все совпадало с последующим импортом в Unreal Engine 5. Предварительно заранее необходимо изучить процесс ручного или автоматического риггинга персонажей, а также саму программу, если, конечно, ранее не было в ней опыта. После этого начинается работа с проверкой групп сглаживания. Не сломались ли они после импорта персонажа в 3D-редактор? Нет ли проблем с материалами, разверткой и текстурами? Все это уже как минимум может занять немалое количество вашего времени. Затем, используя сторонние плагины для риггинга, нужно воссоздать скелет или привязать существующий, если это, конечно, технически возможно плагином. Также потребуется дополнительное время на изучение самого процесса создания скелета и привязки карты весов, ведь где-то их нужно будет аккуратно разрисовать, где-то пересчитать или где-то подправить вручную, так как плагин не всегда справляется с этим процессом автоматически. И это я перечислил только лишь примерные пункты и пайплайн работы без использования Unreal Engine 5. В итоге, по данному методу у вас получается один готовый файл с ригом в той программе, в которой вы его создавали, например, в Maya. К данному файлу привязано все, от скелета, контроллеров до веса. И очень важно понять, что данный файл по сути становится точкой невозврата. Перенести такой риг, например, из Maya в Blender просто так нельзя. В самом лучшем случае придется просто создавать все заново. Либо скелет, либо сам, соответственно, риг, что сильно ограничит вашу гибкость в работе. Дальше начинается история с экспортом. При каждом экспорте вам нужно будет следить за группами сглаживания, корректной UV-разверткой, сохранением названия костей и структуры, корректностью работы, соответственно, карты весов, масштабом и прочими техническими нюансами, о которых мы не будем сейчас подробно говорить, так как наше видео посвящено именно работе с Control Rig. Таким образом, любая ошибка на этом этапе может привести к тому, что просто при импорте в Unreal Engine 5 персонаж начнет вести себя некорректно, сломается скиннинг, изменится структура скелета, что в худшем случае может привести даже к экстренному вылету проекта. И это только первый экспорт. Любое изменение в риге, подправили ли вы вес или добавили новый контроллер, снова требуется реэкспорт и повторный, соответственно, импорт всех перечисленных характеристик в движок с теми же рисками и, соответственно, проверками. Есть еще одна важная проблема. Вы работаете
работаете почти вслепую относительно финальной сцены. В Maya или Blender вы не увидите реальный уровень, который будет собираться в Unreal Engine 5. Вы не увидите продакшн освещения, материалы, текстуру, постобработку, эффекты и дополнительные элементы окружения. Приведу простой пример. Левел-дизайнер и VFX-художник могли добавить на уровень объемный 3D-эффект, допустим, пламя, а ваша анимация проходит прямо через него. В сторонней программе вы этого не увидите, даже если экспортируете геометрию уровня из Unreal Engine 5. В итоге возникают расхождения между тем, что вы анимировали в редакторе, и тем, как это выглядит внутри Unreal Engine 5, что потребует серьезных изменений и затрат, соответственно, по вашему времени. Теперь мы рассмотрим ту же задачу через призму Control-Rig. С появлением данного инструмента в Unreal Engine 5 необходимость постоянно прыгать между различными программами полностью пропала. Если у вас уже есть готовый персонаж со скелетом в Unreal Engine 5, этого более чем достаточно, чтобы приступить к работе с 3D-анимацией. Больше вам не нужно повторно создавать новый скелет под конкретный плагин в Maya или Blender, не нужно бесконечно настраивать экспорт и импорт, переживать за сглаживание персонажа, карту весов, развертку и структуру костей. Вы просто создаете Control-Rig, назначаете нужные контроллеры и сразу приступаете к 3D-анимации прямо в движке, используя для этого встроенный инструмент секвенсор. Кроме того, сам Control-Rig в Unreal Engine 5 — это самостоятельный ассет, который можно очень легко перенести в другой проект и использовать повторно, строя вокруг него одинаковый пайплайн между всеми участниками проекта. Вам не нужно заново интегрировать риг для каждой сцены или под каждый проект в вашей 3D-программе. И самое главное, вы работаете непосредственно на финальной сцене, в реальном уровне, с реальным освещением, материалами, текстурой, физикой, эффектами и камерой. Вы сразу видите финальный кадр, а не его приблизительную версию, и можете сосредоточиться на анимации, а не на бесконечной подготовке и обслуживании технического пайплайна. Именно поэтому Control-Rig экономит не просто часы, а целые недели вашей работы, снимая с вас огромный пласт рутинных и рискованных задач. И небольшое, но очень важное примечание к данному видео. То, что мы сейчас разбираем, это лишь малая часть того, что мы изучаем в рамках полноценной большой образовательной программы по синематикам, визуалам, эффектам, рендеру и 3D-анимациям в Unreal Engine 5. Если вам захочется более детального разбора, полноценной практики и структурного обучения со мной с домашними заданиями в рамках полноценного курса, просто загляните по ссылке в описании к данному видео. Ну а мы продолжаем. Давайте теперь зафиксируем, что именно вы будете уметь делать к концу данного занятия. Мы не просто посмотрим на Control-Rig, мы соберем рабочий мини-пайплайн, который вы сможете использовать на любом вашем персонаже в Unreal Engine 5. Вы научитесь работать с модульным Control-Rig, добавлять контроллеры на ключевые зоны, таз, позвоночник, шею, голову, руки и другие аксессуары вашего персонажа. Мы также разберем основы IK, то есть инверсной кинематики, поймем, как устроена логика контроллеров, костей и, соответственно, мешей. И почему это так важно для стабильной 3D-анимации. Также мы поставим базовую позу, посмотрим и разберем, почему Control-Rig позволяет работать быстрее и надежнее, чем классический риг вне Unreal Engine 5. К финалу данного занятия у вас будет полностью финальный готовый персонаж, с которым можно начинать собирать полноценный синематик или вашу первую 3D-анимацию прямо в Unreal Engine 5. Перед тем, как переходить к практике, давайте коротко обозначим требования к данному уроку. Они минимальные, но все-таки важные. Во-первых, вам достаточно базово ориентироваться в интерфейсе Unreal Engine 5, понимать, где находятся основные панели и свободно управлять навигацией в 3D-пространстве. Во-вторых, желательно иметь общее представление о том, что такое 3D-скелет, кости, позы и как работает секвенсор. Мы не уходим в сложную анимацию и теорию, но базовые термины будут встречаться. Также важно, чтобы вы были готовы внимательно слушать и уделять время практике. По ходу урока я буду показывать конкретные действия, и вы сможете повторять их за мной. Не стесняйтесь ставить видео на паузу, отматывать назад и пробовать еще раз. Ну и последнее, не бойтесь экспериментировать с 3D-позами. Крутите различные параметры у контроллеров, проверяйте разные варианты и адаптируйте инструменты под себя. Так материал усваивается намного быстрее, и если все это у вас есть, можем смело двигаться далее. Итак, давайте кратко посмотрим, что нужно подготовить перед началом практической части. Во-первых, нам понадобится Unreal Engine 5.5 и старше, подойдет любая, по сути, актуальная версия. Во-вторых, создайте отдельный чистый проект. Лучше всего выбрать шаблон Blank. Так вам будет проще повторять за мной и в проекте не будет лишних настроек или конфликтов. Далее нам потребуется любой персонаж со скелетом. Вы можете использовать любого стандартного манекена, который идет вместе с Unreal Engine 5, либо скачать любого готового персонажа через Fab. Как работать с Fab и как в принципе работать с интерфейсом Unreal Engine 5 можно изучить по видео на нашем канале, либо по ссылке, соответственно, в описании через наш бесплатный мини-курс «Быстрый старт в Unreal Engine 5». В рамках данного урока я буду использовать персонажа из набора Paragon.
Данные модели также доступны бесплатно и идеально подходят как для обучения, так и для коммерческих задач. Ссылку я также оставлю в описании к данному видео. Больше никакой дополнительной подготовки не потребуется. Этого более чем достаточно, чтобы начать работу с Control Rig и повторять все действия вместе со мной. Итак, первое, что нам необходимо будет сделать, это собрать полностью чистый и аккуратный проект, в рамках которого мы с вами будем далее работать. Затем, перед началом работы нам потребуется определенный плагин, который уже встроен в сам движок, и мы будем его использовать в данном, соответственно, уроке. Для этого мы переходим в Edit, далее открываем, соответственно, вкладку Plugins, и переходим, соответственно, к поисковой системе. Здесь мы ищем плагин Control Rig и проверяем, чтобы он у вас был активен. Насколько мне известно, в предыдущих версиях Unreal Engine он не всегда включен по умолчанию, поэтому, возможно, вам потребуется включить его самостоятельно. Проверяем, чтобы был подключен модуль Control Rig Modules и, соответственно, Control Rig Spline, что, в принципе, нам подходит. Окей, после этого нам необходимо будет провести небольшое исследование. Каким образом мы с вами поймем, что нам нужен будет Control Rig? Итак, перед тем, как создать любую анимацию, любой синематик, любую позу для персонажа, важно понимать, как этот процесс будет выглядеть. Первое, что вам потребуется, это, естественно, любой Skeletal Mesh персонаж, который вы можете скачать где угодно. Как я ранее говорил, вы можете использовать того же персонажа из Paragon. Я скачал в качестве примера, он совершенно бесплатен, и вы можете использовать его в учебных целях. Таким образом, мы проверяем с вами скелет. И первое, что мы должны, скажем так, проверить, это то, чтобы у нас было корректно названо определенное количество костей. То есть кости совпадали примерно хотя бы на 90-95% по неймингу с, соответственно, обычным скелетом вашего персонажа, который вы можете найти именно в качестве примера от Epic Games, то есть манекена. Соответственно, далее вам необходимо будет также убедиться, что вы не сможете анимировать, по сути, голые кости, потому что вам нужны контроллеры, которые будут управлять этими костями. Потому что секвенсор не даст вам возможность управлять костями. Давайте это проверим. Для этого мы сейчас возьмем просто наш Skeletal Mesh, мы его, соответственно, перетащим на уровень и далее, соответственно, создадим новый Level Sequence. Создаем новый Level Sequence, мы назовем его просто в качестве Test Bones. Нажмем «Сохраниться» и увидим следующее. Если мы с вами сейчас перетянем нашего персонажа, то мы не сможем контролировать его кости. У нас есть только параметры Transform, Location, Rotation и, соответственно, Scale. Мы не можем здесь, к сожалению, выбрать какую-то косточку, получить к ней доступ и анимировать. Естественно, костями никто не анимирует. Это, скажем так, неправильно. Соответственно, если мы захотим использовать анимацию, то мы можем использовать любую из готовых анимаций от этого набора. И как эти анимации создавались? Эти анимации создавались по тому же принципу, что и мы сейчас с вами создаем контроллеры. Но они создавались во внешней программе, что, в принципе, для нас не имеет особого значения. Главное лишь понимать то, что данный персонаж анимируется именно не костями, а контроллерами. Получить доступ к контроллерам мы не можем, их просто у нас здесь нету, поэтому, соответственно, данный способ нам не подходит, и он, по сути, бесполезный. И чтобы понять, как это все нужно будет анимировать, поставить на риг, нам потребуется следующее. Во-первых, нужно будет создать отдельную новую папку, которую назовем Control Rig. Далее, соответственно, нажимаем правой кнопкой мыши и здесь, соответственно, переходим во вкладку Animation. Затем выбираем Control Rig. Далее, соответственно, у нас есть два варианта. Первый — это полностью ручной Control Rig, когда мы создаем полностью все контроллеры с нуля, то, как они будут работать, то, как они будут анимироваться, вращаться, увеличиваться и так далее, что, в принципе, мы разбираем на нашем курсе «Цифровое искусство» более подробно. Но, опять же, в рамках данного видео, которое является частью полноценного нашего курса, мы с вами будем использовать модульный Control Rig, предназначенный именно для быстрого сетапа персонажей по уже заданным правилам, которые за вас уже сделали разработчики движка, за что им, соответственно, спасибо. Поэтому мы сейчас переходим к созданию модульного Control Rig, нажимаем «Создать», далее называем просто «Модульный Control Rig». Нижнее подчеркивание, я здесь пропишу просто туториал. Вы прописываете то название, которое подходит вам. Далее, соответственно, мы с вами удаляем этого аша с нашего уровня, он нам больше не нужен. Да, соглашаемся, удаляем. Почему? Потому что у нас здесь есть секвенсор, который мы больше не используем, поэтому у нас было всплывающее окно. Если вы не добавляли секвенсор на уровень, соответственно, у вас не будет всплывающего окна и все будет хорошо. Далее мы открываем наш модульный Control Rig и далее, соответственно, видим следующее. У нас есть всего три основных окна. Первое — это модуль Assets,
Это, соответственно, модуль иерархия и, соответственно, details. Здесь мы будем работать именно с настройками нашего control рига. Чтобы сделать процесс довольно быстрым и понятным, мы с вами выберем уже готового персонажа. Опять же, повторюсь, рекомендую вам воспользоваться любым персонажем, доступным на Unreal Marketplace. Практически все они проходят проверку и, соответственно, соответствуют манекену от Epic Games. Соответственно, он будет работать корректно. Здесь нет жесткой привязки именно по названию, но если вы прямо рандомно назовете, скажем так, кости в непонятной для движка иерархии, даже для человека, поэтому, соответственно, могут возникнуть проблемы. Рекомендую тестировать как на базовых персонажах из Парагона, так и, соответственно, можно протестировать данный сетап еще и на базовом манекене, который вы можете взять из стандартных шаблонных проектов. Соответственно, далее мы переходим с вами к превью. Здесь мы открываем именно среднюю вкладку. Все вкладки, если что, находятся здесь, вы их можете также проверить. Затем нам необходимо будет указать наш превью mesh. Это тот самый персонаж, который мы будем использовать. Здесь я выбираю именно эту версию, которую вы видели сейчас на экране до этого, и мы видим следующее. Ну, во-первых, наша структура будет строиться следующим образом. Мы сначала создаем на уже предусмотренные разработчиками сокеты, да, которые автоматически распределяются по телу, определенные контроллеры, которые будут выполнять ту или иную функцию. Рука, нога, туловище, спина и так далее. Соответственно, эти настройки уже будут финально работать. Далее мы можем их немножко кастомизировать, что-то с ними сделать, но в основном это полноценный готовый сетап уже к последующей анимации. Соответственно, мы сейчас с вами берем наш первый контроллер. Как видим, здесь у нас их много. Здесь сразу используются контроллеры и для автомобилей, обращаю внимание, и для подвески, и для колес, потому что анимировать тоже с последних версий Unreal можно, в том числе и транспортные средства. Также, соответственно, можно анимировать и животных. Здесь немного отличаются контроллеры, поэтому, соответственно, выбираем именно для типа человек. В данном видео мы рассматриваем только человека. Поэтому здесь мы сейчас выбираем первую, скажем так, нашу систему Spine, и переносим, соответственно, на данную точку. Если по какой-то причине эти точки у вас будут время от времени съезжать, вы можете сделать следующее. Во-первых, перейти в Tools, далее перейти, соответственно, в Debug и выбрать виджет рефлектор. Здесь вам нужно проверить, чтобы стояло значение 1. Если оно стоять не будет, например, будет 0.5, то, скорее всего, ваша система слетит, и она будет некорректно отображаться. Поэтому, чтобы исправить данную проблему, всегда выставляйте здесь единицу, чтобы интерфейс отображался корректно. Вот. Иногда бывает на некоторых мониторах слетает эта система, поэтому будем надеяться, что в будущих обновлениях это поправят. Таким образом, мы также можем посмотреть на персонажа с виду сбоку и также, соответственно, отцентроваться по центру. После этого нам необходимо будет выбрать следующие контроллеры. Мы их заполняем по принципу: сначала плечи, потом локти, потом кисти. То же самое с ногами. Но с ногами, насколько мне известно, в последних версиях уже автоматически все происходит, мы не выбираем дополнительные контроллеры. Таким образом, берем первое, что нам нужно, это, получается, будет leg, переносим на левую ногу, она у нас автоматически, как видим, сетапится и для колена, и, соответственно, для нашей ноги Foot R. Далее берем, по сути, нашу ногу вторую, также цепляем и обращаем внимание. Иногда движок случайно засчитывает попадание не в ту точку, поэтому здесь очень аккуратно нужно быть и пользоваться обязательно мышкой. Не используйте тачпад, либо какие-то другие периферийные устройства, потому что они могут не совсем корректно отображать положение мыши в этом пространстве. Таким образом, у нас добавляются контроллеры, и мы уже сразу можем их проверить. То есть выбираем контроллер красный, это у нас IK-контроллер для ноги, и как вы могли видеть, если мы с вами, допустим, откроем наш Skeletal Mesh, выберем какую-нибудь часть тела, например, какую-нибудь руку, то поймем, что мы можем только ей вращать. Если будем перемещать, она будет просто неестественно растягиваться. То же самое касается каждого участка, допустим, той же руки. Мы не можем выбрать что-то конкретное и повернуть автоматическую руку. Она не умеет это делать, поэтому нужны контроллеры. Это, по сути, та самая часть, которая автоматически это за вас будет делать. Суть это напоминает неких манекенов, которые вы вручную можете выставлять. То же самое касается ног. Вы выбираете какую-нибудь ногу, например, левую, и вы не можете ее поднять. Она не будет здесь подниматься, она будет просто перемещать ту часть тела, которая привязана к кости, что, естественно, может вызвать своего рода проблемы. Поэтому таким образом анимировать ничего никогда не получится, и аниматоры об этом знают. Поэтому, соответственно, необходимо использовать данную систему. Мы с вами можем менять позицию ноги. Вот она у нас поднимается, вот она у нас вращает. У нас есть дополнительный контроллер для колена. Можем поменять позицию. Сейчас здесь анимировать не получится, для этого будет использоваться секвенсор. Но в данном случае мы можем уже протестировать, скажем так, теоретически нашу систему. Посмотреть на то, как это будет работать. Можем немножечко опустить
вот так вот сделать приседание для нашего персонажа. И обращаю внимание, у этого персонажа есть дополнительные кости с оружием. Не всегда рекомендую использовать именно такой метод, но иногда в персонажах они уже могут быть. Здесь нужно их будет перепривязать под соответствующие контроллеры и зафиксировать. Тоже смотреть нужно будет по скелету уже самостоятельно, вы можете попробовать. Но мы также с вами еще разберем, как привязать это оружие к нужной нам руке. А затем мы можем скомпилироваться, таким образом поза сбросится, и мы можем приступить к дальнейшей настройке. А следующее, что мы можем сделать, это, соответственно, проверить наши плечи. Давайте для этого найдем плечо, также добавим вот здесь, и то же самое сделаем вот здесь. Затем необходимо будет указать именно нашу шею, то есть для головы. Указываем шею, и, соответственно, у нас остается указать только руки. Находим здесь, соответственно, инструмент Arm, давайте его выберем. Так, где у нас он находится? Здесь. Да, вот он. Перетягиваем вот сюда. И то же самое делаем здесь. Все, то есть по сути руки готовы, мы можем ими уже пользоваться. Если вам необходимы дополнительные пальцы, условно к вашему персонажу, вы можете воспользоваться отдельным контроллером Finger, который будет выполнять роль пальцев. И, соответственно, можно будет перетащить на нужные элементы. Иногда они могут быть недоступны. Почему так происходит, не знаю, но иногда помогает просто рекомпиляция, либо, соответственно, перезагрузка данного файла. В таком случае вы сможете спокойно вернуться к этому этапу, переместиться чуть-чуть поближе и обращаю внимание, чем ближе вы станете, тем лучше будет, соответственно, видно. Выбирая тот же Finger, мы можем смахнуть его в бок, например, выбрать какой-нибудь временный контроллер, снять еще раз выделение и тем самым вернуться к дальнейшей настройке. И вот сейчас мы снова можем назначить. Да, это не всегда бывает удобно, но вы это, по сути, делаете только один раз, и вы делаете это только для тех, кому нужны эти пальцы. Если вам пальцы не нужны для анимации, вы можете их и не использовать. И, по сути, данную систему анимационную можно использовать полноценно для любых проектов, будто для создания анимации для видеоигр, будто для создания полноценных синематиков, либо рендеров, либо визуализации. То же самое вы можете самостоятельно сейчас за мной повторить и проделать с другой рукой. То есть я вам показал, как это сделать с одной рукой, далее вы, соответственно, повторяете уже самостоятельно с этой рукой. Замечательно, пальцы мы добавили. Давайте скомпилируемся сейчас и сохранимся. И, по сути, спускаемся ниже вот здесь. Проверяем, если у нас были какие-то контроллеры, которые никуда не назначились, то есть мы условно их перетягивали, например, как с пальцами, и они где-то не зафиксировались, просто правой кнопкой мыши удалите лишний контроллер, чтобы не было в дальнейшем никаких ошибок либо проблем. Нажимаем Compile, нажимаем Save. По сути, наш риг уже готов. Мы можем его перетянуть на, соответственно, наш уровень. Давайте это сделаем вот так. И у нас автоматически открывается секвенсор и Anim Layers. То есть здесь у нас есть возможность выставлять анимационные слои. С этими элементами мы также работаем на нашем курсе, поэтому, соответственно, сейчас мы полностью это все разбирать не будем, включая работу с позами, работу с Twins, снайпером и другими дополнительными элементами для анимации. Поэтому что мы можем сейчас сделать? Мы можем открыть данный секвенсор и увидеть следующее. Во-первых, у нас есть теперь MRC Tutorial, то есть это тот самый контроллер, который мы создавали. У нас здесь есть все необходимые наши контроллеры, то есть мы можем их сейчас полноценно выбирать, да, и уже здесь полноценно анимировать персонажа. То есть у нас здесь есть Location, Rotation, Scale, то есть мы можем менять это положение. Как видим, он будет немножко спускаться, но если вы видите то, что он сильно снэпится к определенным кратным значениям, лучше всего будет отключить здесь Location и Rotation для снэппинга, чтобы исключить данную проблему, чтобы действия происходили максимально мягко, если необходимо вам работать именно с этим моментом. Также обращаю внимание, все наши ноги также работают, то есть мы можем передвинуть стопу, мы можем, соответственно, при желании ее полноценно поднять, мы можем также использовать для этого не только передвижение, да, но и еще также мы можем использовать дополнительные контроллеры, например, вращение, то есть мы можем повернуть торс персонажа, мы, соответственно, можем зафиксировать его руки, давайте их тоже передвинем через инверсную кинематику полноценную, которая здесь работает. И если вы заметите, у нас есть уже полноценные пальцы. Но бывает так, что не всегда удобно их, по сути, выбирать. Почему? Потому что мы их выбрали, но они фиксируются как-то странно. Не всегда, но бывает. В этом случае мы выбираем тип вместо World Space, который будет вот так выглядеть. Вам, конечно же, будет неудобно его вращать, да? Мы выбираем, соответственно, здесь локальное пространство, потому что мировое пространство здесь не подходит. Да, оно автоматически выбирается иногда, но не всегда. Поэтому проверяйте такую возможность, вам будет просто проще сгибать те же пальцы. То есть вы можете условно найти какой-то палец, далее его, например, согнуть,
выбрать последующий контроллер. У нас они все также отображаются и здесь, и здесь. То есть каждый контроллер вы можете выбирать здесь. Существуют и дополнительные тоже плагины, которые позволяют с помощью визуального интерфейса выбирать эти самые элементы и многое другое. Главное, что вы можете это контролировать. И также у нас, соответственно, есть, например, обруч, который мы можем использовать для нашей шеи. То есть, условно, мы можем проворачивать немножко шею вперед. Также у нас есть контроллер головы, то есть мы его тоже можем поворачивать, мы их можем вот так фиксировать. Куда бы он ни смотрел, тоже можно повернуть, тоже можно сделать, что очень и очень удобно. Вот. Не все, к сожалению, контроллеры могут быть видны, поэтому вы можете использовать режим Warframe, либо вы можете использовать при выделении, да, то, что выбирается, либо вы можете просто перейти в данный контроллер. Давайте откроем наш модульный Control Rig. Найдем, соответственно, здесь необходимый нам контроллер. Например, это будет Shoulder. Переходим в Details, модуль Settings. И здесь, соответственно, у нас есть размеры. То есть мы можем указать размеры для данного контроллера. То есть зафиксируем, например, на 1,5. Не на единицу, этого, к сожалению, как видите, мало. Вот, то же самое касается здесь. Вы можете тоже проверить, какие будут здесь настройки. Возможно, вам нужно зафиксировать чуть побольше, возможно, чуть поменьше. То же самое спускаемся ниже. У нас есть также neck. Можем выбрать больше сделать, можем сделать чуть меньше. Давайте выберем вот так 1,5. Будет смотреться хорошо. То же самое выбираем здесь еще один shoulder, выбираем 1,5, чтобы было все симметрично. Вот. И таким вот образом вы можете немного менять настройки для вашего персонажа. Также обращаю внимание, у нас с вами у данного персонажа есть небольшие хвостики, а если быть точнее, дополнительные кабели, которые он использует на своей маске. Соответственно, вы, возможно, захотите их также анимировать. Как это сделать? Все очень просто. Первое, что необходимо будет сделать, это включить видимость всех костей. То есть нам нужно будет выбрать данные кости. Переходим в Bones. Далее выбираем, соответственно, всю иерархию показать костей и выбираем каждую косточку по отдельности, именно корневую для данного элемента, который вы хотите изменить. В данном случае это будет левая часть, правой кнопкой мыши создаем новый элемент и создаем новый сокет, то есть крепление туда, куда будет крепиться новый наш контроллер. Добавляем New Socket. Теперь нам необходимо сделать то же самое с правой части. Выбираем правой кнопкой мыши в пустом пространстве, не по самой кости, иначе у вас ничего не сработает. New Socket. После этого у нас создается новый сокет, и нам остается, не двигая камеру, чтобы не съехала наша проекция, выбрать соответствующий элемент. В данном случае подойдет лучше всего tail в виде небольшого типа хвоста, и, соответственно, мы его можем также указать на каждый из сокетов. Таким образом у нас загрузятся контроллеры, и практически мы можем использовать эту систему уже сразу. Но если вы обратите внимание, мы будем двигать элемент, контроллеры не привяжутся. Это значит, что они не будут работать. Чтобы исправить данную проблему, вам необходимо будет сделать следующее. Во-первых, выбрать ваш tail, перетянуть на neck и сделать то же самое со вторым тейлом. Также параллельно вы можете его переименовать. То есть, условно, это будет версия R, это, соответственно, будет версия L. Можно сделать с помощью правой кнопкой мыши. Выбираем, перетягиваем на neck, и таким вот образом у нас подгружаются элементы. Теперь, если мы захотим, мы можем немножко повернуть головой и увидеть то, что они привязались, все хорошо. Но этого недостаточно, нужно указать Parent Control, чтобы эта система работала также с нашим скелетом и не было никаких проблем, потому что она не всегда может корректно отображаться. Для этого мы просто выбираем Tail R и Tail L, правой кнопкой мыши, зажимая тот же Control, мы делаем авторесолв, авторешение. Все, они автоматически прописываются в системе Control Rig и также будут учитываться. Отлично. Где далее? Если вы захотите повернуть, по сути, ваш контроллер, то вы увидите то, что он выглядит немножко неестественно, сильно фиксируется. И чтобы исправить данную проблему, необходимо будет сделать следующее. Выбрать Tail R и Tail L. Далее, соответственно, необходимо будет здесь указать Dynamics, чтобы данная динамика могла примениться и работала. Таким образом, выбирая данный контроллер, мы можем вот таким вот образом очень легко и быстро с вот такой вот красивой анимацией, которая будет также использоваться в секвенсоре, добавить небольшую динамику к голове нашего персонажа, что просто невероятно. То же самое вы можете сделать и для оружия, добавив необходимые контроллеры. Итак, чтобы добавить контроллеры для оружия, необходимо будет сначала определить, какие кости используются для оружия. Для этого мы можем перейти в нашу иерархию. Здесь нам необходимо будет просмотреть именно косточку базука, которая относится именно к данному персонажу. У вас такой косточки может и не быть, это уже дополнительные материалы. И если вы выбираете данную кость, у вас будет следующий вариант. Вам необходимо сделать так, чтобы она могла меняться по положению, но при этом была привязана на определенную руку. В данном случае мы можем ее привязать к нашей правой руке, которая будет здесь использоваться, а если быть точнее к левой, потому что здесь используется следующий нейминг именно под левую руку. То есть если мы посмотрим со стороны именно персонажа по неймингу, то это будет именно левая рука, а это будет, соответственно, правая рука. К правой руке, если не ошибаюсь, уже привязан отдельный пистолет, который также находится здесь.
опционально, поэтому мы также можем его использовать. И я вижу здесь бумеранг, который также может цепляться к скелету нашего персонажа. Поэтому выбираем данную косточку, правой кнопкой мыши, новый элемент, новый сокет. То есть выбираем именно сокет. Затем берем здесь, находим chain и добавляем на базука сокет. Он должен подсветиться. После того, как мы добавили, у нас появились два элемента. Теперь мы можем выбрать следующее. Какой именно, скажем так, кости мы будем привязывать данный элемент. Это будет weapon. Давайте будет big. Соответственно, далее мы нажимаем и выбираем этот элемент и несем в определенную руку. Это у нас левая рука. То есть переходим именно и привязываем к соответствующей руке. То есть выбираем просто arm. Затем мы привязали к арму. Теперь мы можем спуститься чуть-чуть ниже, найти здесь элемент, правой кнопкой мыши Auto Resolve. Отлично, контроллеры здесь создались. Теперь мы можем перейти в Details, выбрать данный Weapon Big и здесь изменить Control Size. То есть сделать, например, 3, либо 4. Как изменять формы и контроллеры, мы опять же здесь разбирать сейчас не будем. Для этого у нас есть полноценные уроки в рамках отдельного нашего курса по цифровому искусству, поэтому нам использовать здесь сейчас какие-то дополнительные материалы просто не нужно. Поэтому сейчас, после того, как мы с вами добавили настройки контроллеров, мы их можем выбрать. Давайте их поднимем. И теперь, если мы захотим, допустим, поставить это оружие, то мы сможем это сделать. Сделать мы это можем как в этом вьюпорте, так и, соответственно, на level секвенсере. Для этого мы немножко опускаем ниже наш элемент. Можем также повернуть и, соответственно, расположить в руке у нашего персонажа. И если мы в дальнейшем будем использовать контроллер руки, перемещая, то мы заметим, что рука также будет повторять движение вместе с оружием, что нам, соответственно, и подходит. То есть вот таким вот образом можно полноценно привязывать оружие. Далее вы можете выбрать соседний элемент. Это у нас будет также weapon. Давайте посмотрим, может быть, у нас здесь он прописан. Так, у нас есть здесь Hammer Socket и Pistol. Тот самый Pistol, который мы можем выбрать здесь. Создаем новый элемент, новый сокет. Соответственно, у нас рекомпилировался blueprint, поэтому и, соответственно, переместился данный элемент оружия. Но в этом ничего страшного нет. Главное здесь сейчас немного сдвинуть этот элемент, чтобы он нам просто не мешал. Перейти вот сюда. Выбрать соответствующий Pistol Socket. Вот он находится здесь. Перекидываем Chain. Он у нас автоматически назначился. Этот элемент мы также еще раз сдвигаем, чтобы он нам не мешал. И, как видим, у нас появился сокет. То есть мы переходим сюда, меняем на Weapon Small. Далее перемещаем под следующую руку. Это у нас будет правая рука. Именно RM. Переместили, отлично. Затем выбираем здесь элемент и Auto Resolve. Отлично. Теперь выбираем Weapon Small. И находим здесь Controller Size. Выбираем двоечку. Compile, Save. Теперь мы можем закрыть данный контроллер, вернуться обратно в режим. Давайте скомпилируемся, сохранимся. Вернемся обратно в данный режим. Перейдем в режим Lead. И, соответственно, что мы увидим? У нас обновились все контроллеры, но единственное, что они могут сейчас неправильно сместиться, поэтому лучше всего будет полностью очистить данную систему. То есть выбираем эту систему, сбрасываем Location и, соответственно, Rotation. И следующее, что нам нужно будет сделать, это сбросить нашу позу. Для этого самый есть быстрый способ и надежный, чтобы ничего не вылетело, ничего не поломалось, чтобы вам вручную не нужно было вводить все настройки по, соответственно, location и rotation, сбрасывая эти значения. Можно просто закрыть секвенсор, удалить данный элемент с уровня. Далее мы соглашаемся с тем, что у нас есть ссылка на наш, соответственно, Cinematic. Затем мы просто выделяем еще раз данного персонажа и ставим на нашу локацию. Как видим, он полностью перезагрузился, у него появились все необходимые контроллеры, все необходимые позиции также были сброшены. Если вам удобнее работать, вы можете выбрать еще режим Unlit. В таком случае производительность вашего вьюпорта в несколько раз повышается, тем самым вам гораздо удобнее работать в данном режиме. И далее вы можете перемещать наши элементы. Как видим, у нас уже есть тоже большое оружие, которое мы можем переместить, например, ближе к персонажу, вот где-то здесь фиксируя. Вот, и также, соответственно, можем его повернуть, да, условно, сделать чуть-чуть ниже, вот так зафиксировать, вот, и таким вот образом у нас есть следующее оружие.
Бумеранг я уже не добавлял, вы это можете сделать самостоятельно. И вот пистолет мы можем также опционально зафиксировать. Можем перейти в режим лид, чтобы лучше видеть текстуру, если необходимо. Вот. И таким вот образом зафиксировать за определенной рукой, что крайне полезно для любого 3D-аниматора, который работает с таким типом скелетов, когда у нас есть уже оружие. Оружие не обязательно добавлять именно таким образом, есть и другие способы. И теперь мы можем выбрать данный элемент, поменять позицию, то же самое повернуть здесь, здесь, и также мы можем использовать наш главный контроллер, полностью опуская персонажа, его руки. Не забывайте следить за этими контроллерами, чтобы они также учитывали нашу позицию, спускались ниже. Возможно, вы захотите их немного наклонить, выбрать еще раз эти контроллеры. И обращаю внимание, когда работаете с этими элементами, иногда бывает так, что могут выделяться какие-то элементы. В новых версиях Unreal Engine заблокировали возможность выбирать меши на уровне. Вот с помощью вот этой вот иконки. Если вы ее разблокируете, вы сможете выбрать и данный элемент снова. Если возникнет такая ситуация, что у вас пропадет интерфейс по какой-либо причине, проверяйте клавишу G на клавиатуре, которая отвечает за появление Game View. Таким образом, мы можем перейти в перспективу, спуститься ниже и проверить Game View. Он у вас должен быть выключен, иначе, соответственно, контроллеры не будут видны, но по умолчанию Game View всегда выключен, поэтому если только вы случайно его не нажали. Но с этим как минимум уже многие знакомы, если проходили наш бесплатный мини-курс «Быстрый старт в Unreal Engine 5», который позволит вам изучить полностью необходимый наш интерфейс движка и, соответственно, разобраться в основах, которыми вы уже должны быть знакомы как минимум к данному уроку, к данному учебному пособию. И вот таким вот образом мы легко можем собирать полноценные игровые позы, сцены. И давайте я сейчас покажу, как может выглядеть процесс, когда мы захотим, например, сохранить нашу анимацию для данного персонажа, как это будет выглядеть. Все просто. Для этого нам необходимо будет выбрать наш элемент вот здесь, именно tutorial, и далее сделать, соответственно, Back to Animation Sequence. Выбрать место для хранения анимации, давайте назовем тест, и сохраним, например, где-нибудь вот здесь. Нажимаем ОК, нажимаем экспортировать анимацию. Экспорт успешно произошел, мы открываем эту анимацию сразу и видим следующее. Во-первых, у нас положение полностью сохранилось. Давайте отключим видимость всех костей, чтобы они нам сейчас не мешали. И вот таким вот образом наша поза полностью фиксируется. Вы можете собирать полноценные позы с нашими персонажами, используя любых других персонажей, и собирать полноценные работы в рендер. Если вам не нужно столько кадров для анимации, вы в любой момент можете сократить эту анимацию, обрезав правой кнопкой мыши эти кадры. Вам они, в принципе, могут быть не нужны. Либо сохранять как полноценную позу, но в данном видео мы об этом сейчас говорить не будем. Итак, давайте подведем итоги нашего занятия. Сегодня мы с вами увидели, почему Control Rig стал одним из ключевых инструментов для работы с 3D-анимацией в Unreal Engine 5. Мы сравнили классический подход через Maya и Blender и разобрали, как Control Rig снимает большую часть технических барьеров, позволяя анимировать прямо внутри движка, сразу в финальном окружении, с освещением, материалами, текстурами, эффектами и финальной камерой. На практике мы также рассмотрели, как работает модульный Control Rig, как добавлять контроллеры, как устроена связь контроллеров, кость, mesh, зачем нам нужны IK-контроллеры и почему он так ускоряет постановку поз. Вывод следующий. Unreal Engine 5 и система Control Rig открывают действительно огромные возможности, как для 3D-аниматоров, так и, соответственно, для разработчиков, которые работают с персонажами, синематиками или визуализацией. Теперь представьте, как все, что вы изучили сегодня в рамках данного видео, вы сможете применять уже в своих проектах, от игровых сцен до CGI-роликов и трейлеров. Данный урок в очередной раз показал, что сухая теория не помогает расти. Реальный прогресс начинается в тот момент, когда вы сразу пробуете все на практике, прямо внутри движка, в полноценной рабочей среде. И именно такой подход лежит в основе моего преподавания. Как аккредитованный инструктор Unreal Engine 5 от компании Epic Games в области образования, я всегда делюсь только проверенными, актуальными и реально рабочими методами, которые пригодятся вам в геймдев или, соответственно, в CG направлении. Ну а те, кто досмотрел наше видео до конца, поздравляю вас, вы проделали большой объем за короткое время. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, там вас ждут бесплатные полезные материалы, вдохновляющие работы наших студентов, гайды, новости и многое другое из мира Unreal Engine и цифрового искусства. Не забывайте также ставить лайк, делиться этим видео с друзьями, а также писать в комментариях, какую тему вы бы хотели увидеть в нашем следующем уроке. Самые интересные идеи мы обязательно разберем. С вами был я, Иван Галимов, основатель и ведущий преподаватель в CG Sensei Академии. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!